Наступает 2023 год, который подарит нам очень много разных обновлений и впечатлений. Сегодня мы поговорим о самом начале этого года. Какие новинки нас встретят в новом году, когда выйдет следующее обновление и многое другое. Наливайте чаек, а мы начинаем. Добавление стихийного ущелья принесло значительные изменения в стиле игры, но разработчики на этом не остановились и решили намекнуть игрокам весьма необычным образом. We're going to bring gameplay changes when they're ready. Anyway, this... Может ли это быть намек на нового дракона? Пишите в комментариях. Не обойдется и без новых героев. В 2023 году первыми героинями, которые нас встретят, станут Зои и Зери. Зои – взрывной маг с высокой мобильностью и весьма необычными навыками. Первый навык выпускает заряд. Чем дольше заряд летит по прямой, тем больше урона он наносит. Второй навык позволит собрать остатки вражеских заклинаний и активных предметов, а также применить их самой. Дополнительно после применения заклинаний выпускается 3 заряда в ближайшую цель, однако не забывайте, что Зои может хранить лишь одно заклинание. Применив третий навык, цель становится сонливой, а потом засыпает. Урон, нанесенный цели из первого источника, удваивается и пробуждает цель. При использовании ультимейта Зои телепортируется на короткое расстояние, после чего телепортируется обратно. Зери встретена совершенно новой механикой атаки. Нажав кнопку атаки, вы стреляете в выбранном направлении, нанося урон первому пораженному врагу. Первый навык замедлит врага, второй выпустит луч, который нанесет урон и замедлит первую пораженную цель. Попав лучом в стену, луч расширяет свой диапазон и стреляет сквозь нее. Использовав третий навык, вы совершаете рывок, усиливая последующие атаки. Если же Зери использует рывок к стене, то перепрыгни через нее. Проблемы с камбэком игры? Новый год несет и здесь свои коррективы. Нас ожидает новое здание Ингибитор. Данное здание появится вместо одной из башен в поздней стадии игры, тем самым вероятно будет блокировать появление вражеских суперминьонов на данной линии. И это не все. Начиная с супер поздней стадии игры, башни начнут получать периодический урон, или же проще говоря гореть. Тем самым вынуждая побеждающую команду действовать более решительно, ведь на кону стоит каждая секунда. Без внимания не останется роль танков. В новом году нас встретит новый предмет Down Shroud. Будучи обездвиженным или обездвижив вражеского чемпиона, срабатывает пассивная способность, которая наносит урон и раскрывает ближайших вражеских чемпионов. Вдобавок будут переработаны некоторые другие предметы для танков. Знамение Рандуина получит новый пассивный навык. При получении критического удара вы накапливаете стаки, заряды которых поглотятся при атаке вражеского чемпиона и восстановят вашему герою здоровье, в зависимости от полученного вами урона. Переработан будет и эффект ледяного сердца. Теперь базовые атаки и заклинания накладывают стаки на вашу цель. Дополнительно на них будут накладываться стаки от атак или ударов заклинаниями по вам, вашим союзникам. Каждый стак замедляет скорость атаки ваших врагов, что позволит легче выигрывать трудные файты. Являешься лучше на своей роли? Теперь ты сможешь это доказать, ведь в игре появится таблица ролей, а лучший из лучших получит особое звание. 8-й сезон нас удивит стильным скином на Нами, поэтому рекомендуем не пропустить возможность его заполучить всем любителям Нами. Не нужно забывать и о Ваутпассе, где нас встретит суперзлодей Грейс и улучшение его образа из магазина. С приближением лунного Нового года начнутся новые ивенты. Первым из них вам предстоит познакомиться и насладиться Новым годом с несколькими чемпионами. Любители киберпанка также не остались в стороне. Нас встретит ивент, посвященный образам проекта. Участвуйте и получайте новые косметические украшения. С новым патчем возвращается всеми известный режим Арурв. Сыграйте за случайного персонажа с ультра быстрым откатом способностей. И это не все.
Для всех любителей игры в лесу этот режим станет одним из наиболее интересных, ведь теперь кара превращается в пассивный навык, который не имеет перезарядки и автоматически сработает на монстра, если его хп опустится ниже определенного значения. Изменения коснутся режима Арам. В него будут добавлены несколько новых званий, что позволит легче отслеживать ваш подъем. Новый год не обойдется и без новых образов. Итак, нас встретит новые образы на Леону, Юми, Вейна, Серафину, Гвен, Зои, Камилу и Кейтлин. А также образы из категории проект на таких героев, как Ренектон, Люциан, Мастер Yi и Зери. Мне, например, больше всего понравился образ на Юми и Кейтлин. А какие образы больше всего понравились вам? Пишите в комментариях. Датой нового патча станет 12 января, о чем разработчики написали в описании к своему видео. А на этом у меня все. Вы были на канале Philion Wild Rift. До новых встреч!